Артем Шейнин – популярный журналист, сценарист и телеведущий. Биография этого эрудированного человека похожа на книгу, поскольку он прошел тернистый путь от участия в афганской войне до признания и славы. Свою известность он приобрел, работая вместе с Владимиром Познером и Иваном Ургантом над проектом «Одноэтажная Америка». Став ведущим общественно-политической программы «Время покажет», он поразил телезрителей прямотой своих суждений. Несмотря на всю популярность, о биографии и национальности Артема Шейнина в интернете не так много достоверной информации. Некоторая часть данных базируется на предположениях. Закрытая личная жизнь телеведущего только подогревает интерес его поклонников и любопытных зрителей. Путь к известности журналиста был тернистым и непростым. Будущий ведущий родился в Москве 26 января 1966 года. По некоторым данным, мама Артема сама воспитывала ребенка, поэтому много работала, чтобы содержать семью. Сына она иногда оставляла на бабушку с дедушкой. Кстати, дед Артема когда-то работал в российском МИДе, а потому часто бывал за рубежом. Но в один прекрасный момент мужчину осудили за контрреволюционную деятельность, отправив в ссылку. В годы Отечественной войны дедушка Артема 4 года воевал на фронте. В детстве именно он познакомил внука с историей страны. Мужчина много рассказывал ребенку о биографиях известных людей. Шейнин прекрасно учился в школе, радуя учителей и маму хорошим поведением и оценками. Артем увлекался спортом, он был неизменным участником любых соревнований. Достигнув призывного возраста, в 1984 году он пошел в армию. Этот момент стал отправной точкой в биографии Артема Шейнина. Возможно, личная жизнь будущего ведущего сложилась бы иначе, если бы он не попал в Афганистан. Журналиста распределили в 56-ю десантную штурмовую бригаду, в которой он прослужил 2 года. За это время он успел принять участие в военных действиях. Афганская война оставила неизгладимый след в душе Артема. Каждый день он видел гибель товарищей и несправедливое отношение начальства к подчиненным. С тех пор прошло много лет, но Шейнин до сих пор ужасается от собственных воспоминаний того времени. Артем Григорьевич говорит, что служба сделала его более собранным и ответственным. На войне он навсегда расставил свои жизненные приоритеты. Именно в те годы в характере журналиста проявились те ценные качества, которые в дальнейшем ему очень пригодились в жизни. На родину Артем вернулся в 1986 году в звании сержанта. Он хорошо сдал экзамены, что позволило ему поступить в престижное заведение страны – МГУ. Для обучения парень выбрал исторический факультет. Артем закончил вуз в 1993 году. Артем Григорьевич решил заниматься наукой. Некоторое время он работал антропологом, из-за чего колесил по всей стране. Он побывал даже на Сахалине и Чукотке. Кстати, если есть точные данные о биографии и личной жизни Артема Шейнина, то национальность мужчины – загадка. Предполагают, что ведущий имеет еврейские корни. По другим сведениям, Артем Григорьевич наполовину якут, а наполовину русский. Но все это лишь предположение. Неизменные вопросы национальности Артема Шейнина вызывают фото. В биографии ведущего нет упоминания о том, кем были его предки. Однако внешность журналиста свидетельствует о том, что в его роду были не только представители русской национальности. Долгое время мужчина даже и не думал о журналистике. Но однажды его судьбу изменило обычное объявление в газете, в котором шла речь о наборе на канал РТР людей. От соискателей требовалось умение увлекательно рассказывать о путешествиях. Артем решил пойти на прослушивание. В итоге его даже пригласили пройти пробы на вакансию ведущего проекта «Бесконечное путешествие». Однако на кастинге все и закончилось. Продюсер телепроекта Татьяна Фонина сумела разглядеть в Шейнине талант. Она порекомендовала ему пробовать силы сценаристом. В 1996 году Артем начал свою телевизионную карьеру. Вначале он был сценаристом, а потом стал редактором проекта «Национальный интерес» с Дмитрием Киселевым. На НТВ мужчина подрабатывал корреспондентом в производстве документальных фильмов. Он принял участие в создании лент «Съезд побежденных», «Афганский капкан» и «Первая леди». В начале нулевых Шейнин начал сотрудничество с Владимиром Познером. Артем принимал участие в проекте Урганта и Познера «Одноэтажная Америка». Суть программы состояла в освещении путешествий по США. Работа Шейнина заключалась в подаче интересных идей для съемок, а потом их воплощения на экране. Журналист считает себя настоящим американским экспертом, поскольку со съемочной командой Познера он объездил всю страну. Он знает о США много такого, чего никогда не покажут в голливудских лентах. В 2016 году Шейнина позвали вести на Первом канале политический проект «Время покажет».
Артем Григорьевич и ранее бывал на передаче, но выступал в роли эксперта. После того, как из проекта в Думу ушел Петр Толстой, мужчину пригласили на его место. Увлекательное шоу регулярно выходит в будние дни. Проект посвящен обсуждениям значимых политических и социальных событий. Часто здесь поднимают тему взаимоотношений России с Украиной и другими странами. Вести такую программу непросто. Здесь нужен человек, который ориентируется в сложных политических вопросах, умеет вовремя останавливать дискуссии и парировать на замечания оппонентов. Стоит сказать, что проект стал очередным витком в карьере Шенина. Артем Григорьевич запомнился зрителям человеком, который не боится вслух высказывать собственное мнение. Ведущий не имеет привычки лицемерить или лукавить. На съемках он ведет себя очень естественно. Поэтому люди даже не догадываются, какими сложными бывают прямые эфиры. Каждая передача – это стресс. Избавиться от негативных эмоций журналисту помогают регулярные походы в спортзал. Шенин увлекается боксом. Иногда для расслабления он использует йогу. Мужчина не скрывает, что старается вести здоровый образ жизни. В его графике нет места алкоголю даже после сложных эфиров. Шенин любит путешествия. Ему нравится бывать в новых местах, любоваться пейзажами и изучать обычаи и культуру местного населения. Конечно же, многих интересует, кто жена ведущего. В биографии журналиста было 2 брака. О первой семье Артема Григорьевича нет никакой информации. Сколько лет продлился брак, тоже неизвестно. Старший сын Дмитрий рожден в первой семье, его мать Наталья Шенина. Мальчик родился в 1989 году, сегодня ему уже 33 года. С отцом он не поддерживает никаких отношений. Вероятно, после развода родителей отношения между сыном и отцом не заладились. Со второй женой Ольгой Артем находится в браке более 20 лет. Известно, что Ольга – образцовая домохозяйка, занимается воспитанием детей. В политических взглядах полностью поддерживает мужа. Ольга на 6 лет младше Шенина, родила ему 2 детей – дочь Дарью в 2001 году и в 2009 году сына Георгия. Дарья сейчас получает высшее образование, а в свободное время любит шить. Георгию всего 13 лет, мальчик ходит в школу и посещает спортивные секции. Шенин проживает в Москве вместе с женой и детьми. У него своя квартира, в которой в связи с плотным графиком работы он появляется не так часто, как хотелось бы семье. Журналист много путешествует, активен в социальных сетях. Передача «Время покажет» сегодня сделала его человеком популярным, любимым миллионами российских зрителей и читателей. Работая на камеру, он не скрывает волнения и отношения к обсуждаемым вопросам, говорит просто, порой резко. Однако его голос стал узнаваем не только благодаря работе на телевидении. Он стал весьма популярным после озвучивания мультсериалов «Доктор Кац» и «Злобный мальчик», что добавило немало зрительских симпатий в его профессиональную копилку. Как писатель, он является автором эпоса «Мой Афган. Звуки музыки». Волнующей теме журналист посвятил еще 2 издания. В 2012 году он представил литературный труд «Мне повезло вернуться», а еще через 3 года выпустил десантно-штурмовую бригаду «Непридуманный Афган». В 2017 году, благодаря Шенину, была выпущена книга «Выбор Донбасса». За свои заслуги журналист вошел в Союз писателей Луганской Народной Республики. Благодаря телешоу «Время покажет» доход Артема ежемесячно составляет порядка 2 миллионов рублей. Доход от написания книг ежемесячно составляет до 100 тысяч рублей. За творческие встречи Шенин получает до 200 тысяч рублей, а за ведение мероприятий сумму оговаривает индивидуально. Друзья, давайте пожелаем Артему Шенину с каждым днем расширять границы своего счастья и приумножать все свои успехи. Будь востребованным ведущим и оставайся прекрасным человеком.